Друзья мои, всем орхидейный привет из Одессы. Рассказывала вам про свои морковки и хочу продолжить свой рассказ. Сегодня меня очень порадовала ситуация на моей морковочке Clavicetum Jumbo Glory Pink. Если кто помнит мое последнее видео про морковки, вот тут была бульба. Вот здесь я ее выкрутила. Она как бы вторым этажом сидела сверху на этих двух. Это именно эта бульба, которая дала новый рост. Так вот, я на свой страх и риск ее отсюда открутила, оставила эти две бульбы задние на самостоятельное проживание, а эту бульбу вместе с ростом, с новым, отсадила отдельно и наблюдаю. Наблюдаю, потому что я понимаю, что и этому растению, теперь отдельно живущему, и этому не совсем комфортно с таким количеством небольшим количеством бульб. Желательно, чтобы в деленке оставалось, если вы покупаете катесетум, клависетум, цихнодис, желательно, чтобы было не меньше 3 бульб. Это будет вот идеальный вариант. Но если вы профи, то вам под силу вырастить новое растение из одной бульбы. И даже если вы вообще профи-профи в катесетумном деле, то вы даже сможете на одной поврежденной бульбе вырастить новое растение. Так вот, что я сегодня заметила? На этой деленке, на которую я возлагаю надежды, я заметила через 2 недели после отделения, ребята, да-да-да-да, новый рост. И он нам очень-очень нужен, потому что новый рост – это новая корневая система. Где ты? В общем, вот она, живая почка, которая появилась именно вот в том месте, откуда был выкрутен вот этот рост. Я не поливаю эту деленку, ведь она немножко подсморщилась. Но если уж совсем сморщится, я чуть-чуть нижним поливом дам водички. Там есть старая корневая, чтобы она не пересохла. Если уж будет ну совсем у нас жарко, чуть-чуть водички дать надо. Потому что, чтобы не допустить полного пересыхания. Но пока у нас не жарко, пока у нас влажно и прохладно, вот так, прекрасно, я ее не поливаю. Потому что я боюсь загнивания этих бульб, они и так не в супер качестве. Видите, вот такие они ко мне приехали. Это, наверное, год назад, да. Вот такое у них качество, у этих бульб. И я очень надеюсь, что этот новый рост будет красивый и замечательный. Что у нас по этой деленке, которую мы отсадили? Там не так уж и много корней, как вы понимаете. И мы ждем новые корни. И вот у ростика они появляются. Ростик достиг такого уже, знаете, по величине размера еще не совсем большого, но он растет. И вот когда он стал уже приближаться к 10-сантиметровой высоте, у него проклюнулись корешки. И вот теперь главное сильно не усердствовать с поливом и дождаться, чтобы эти корни зашли в субстрат. Вот такая вот, ребята, красота. Видите, активный корневой рост и у этой деленки. Вернее, у этой еще пока ничего, у этой рост, у этой активный, у этой начало ростика, у этой начало корневого роста. Но я очень надеюсь, что это не цветонос. Нет, я уверена, что это не цветонос. Я уверена, что это будет новая бульба. Нам нужно новое красивое растение. В общем-то, у меня просто был вопрос. Зрительница моего канала попросила, чтобы я рассказала, через какое время и появится ли вообще рост и через какое время. Вот в сезон летний, начало лета, когда
активны все ростовые процессы у растений, они не в спячке. При отделении бульбы с ростом новая точка роста, новая бульба, новый рост, бульба новая, начала расти ровно через 2 недели. Я проверила, когда я снимала видео, и где участвовал этот катасетум, этот клависетум, да, клависетум. Есть же клавезия, клависетум, и клависетум это получается, у него это гибрид, да, получается, если клависетум, ну так аналогию провести, клавезия с катасетумом. Ну, в общем, короче говоря, вот 2 недели прошло, наклюнулся новый рост. Так что наблюдаем, ребята, дальше. Так, друзья мои, ну а сегодня у нас 17 июля. Я вместе с вами хочу посмотреть. Нет, это не она. Не пугайтесь. Это не она, это та, которая вы все видели красиво. А, нет, это не цвела красиво. Это та, которая лентяйка не цвела. Это пиелатум катасетум. В общем, я его сюда поставила поближе к лампам. И с утра здесь свет на него попадает, чтобы он зацвел. Захотела. Я же хочу подсказать вам, что происходит на клависетуме Jamba Glory Pink. 4 июня я снимала видео. Мы еще раньше, в конце мая, отделяли, да, вот эту вот бульбу вот с этим ростом от вот этих двух бульб. И там вот была точечка, пимпочка. Вот она вот так развивается. Не быстро, я вам скажу. Не быстро. Уже корни пошли. Так, пошли корни. Я рада. От тех двух бульбочек, которые показали 4 июня. Такую, знаете, почечку. И мы еще не знали, будет это цветонос или это будет рост. Это будет рост. Но он как-то, хотя у него запас тут не маленький. Девочки, вот это вот кусочек ошейника для животных от блох и клещей. Ну, в общем-то, смотрите. Вот такие мы на сегодня. Развиваемся. Уже корешки появляются. В общем, медленно, но уверенно идем к цели. Так, а здесь вообще чудеса происходят. Когда мы с вами смотрели на вот эту бульбу в начале видео, был только один ростик. Видите, вот немножко водичка попала. И вот такое вот получилось немножечко. Видите, вот. Неудобная ситуация. Я даже испугалась, думала, что он пропадет, но нет. Бульба немножко подсохла. Почему она подсохла? Потому что у нее 2 спиногрыза. Появился второй спиногрыз. Вот он. Второй ростик. В общем, теперь ей приходится выкармливать 2 бульбы. И я хоть и подливаю вниз водичку нижним поливом, стараюсь я понимаю, что еще рано, но нельзя оставлять вот просто без ничего. Я чуть-чуть там увлажняю нижним поливом, не дай боже, сюда водой не попадаю. И вот смотрите, вот у этой новой пошли корешки. Та вроде корни выпустила, но она еще будет выпускать. Да, есть. Они в субстрат уходят. Ну, в общем, вот такая ситуация по этим 2 клависетумам. Теперь у меня их 2. Да? Клависетум. Правильно я говорю? В общем, Jamba Glory Pink. Вот на такой стадии находятся. Ну, посчитайте, сколько прошло. Месяц и 2 недели. Вот за месяц и 2 недели вот такой вот темп прироста. И сегодня я, или даже вчера, я когда здесь немножечко поливала, давала попить орхидеям, у меня вот такая вот есть уценка.
Это катасетум. И мне, конечно, не нравится. Вот точно так росла вот эта вот морковка. Вот этот клавесет, он точно так же, эта бульба была вот так же взгромождена. Я ее отделила, не побоялась, а здесь я не стала рисковать. Это, знаете кто? Тигринум, катасетум тигринум. Вот там у него немножко другое название, я подпишу. И вот сегодня или вчера, когда я там смотрела, я увидела вот такое вот красивое создание. Видите, как здорово. Сняла вчера, да, это вчера было. Сняла лист, немножечко листик засушила. И посмотрите, вот такой вот у нас новый у тигринума тоже ростик появился. Он долго не просыпался. Весной я его купила, я не помню. Или даже осенью. Давненько он приехал, и он стоял, не просыпался. Я переживала. Вот, наконец-то проснулся. Я вот теперь думаю, что мне делать. Ну, думаю, пускай растет, растит этот рост, а потом я буду от этих двух бульб отделять уже вот эту бульбу с новым ростом. Сделаю точно так, как здесь. Правильно? Правильно. Так, здесь еще один катасетум растет. И он там, знаете, как интересно растет. Так, пиелатум. Это желтый пиелатум. Никак меня не порадует цветением. Растит большие бульбы, но не радует. Так, вот это, кстати, вот сейчас получено мною золото Тайваня. Это цехнодес. И пропал, девочки, рост. У меня пропал рост у него. Я вот его отломила. Ждем. Но я сейчас еще один заказ. И там я добавила более взрослый вариант. Это вариант на 300 гривен. Я добавила на 550. Так, вот этот вот красавец. Как тебя звать? Я не помню. Как тебя звать? Ну, он такой тоже. Малыш-крепыш. Вот это бульба прошлогоднего сезона. Это этого сезона. Но тоже не цвел. Я вот так подперла, чтобы он не клонился. Я пытаюсь найти название. Но у него такие странные идут вещи происходят. С этой стороны он выдает вот такие маленькие ростики. Видите, как будто вот на две стороны растет. Сюда и сюда. Кто ты? Как тебя звать? Ага. Это знаете кто? Катасетум Луис Кларк. Вот. Он вот так растет. Эта бульба прям в воздухе. Как-то, знаете, он лесенкой растет. Поэтому я ему сделала вот так. Вот так. В общем, тут мои живут катасетумы. Не все. У меня Фред Кларкиара After Dark живет на северном окне и очень себя неплохо чувствует. В общем, девочки, хотела вам показать, что происходит. В общем, видите, с одной бульбы идет два роста. Невероятно, но реально. Да? Надеюсь, что им хватит сил, что эта бульба не усохнет окончательно и даст им питание. Она в прошлом году у меня выросла, для того, чтобы они подросли и успели обзавестись корнями. Так что выращивайте прекрасные морковки. Будет у вас вот такой, как у меня, сад. Ну, хотя бы одну морковочку надо заиметь для того, чтобы прочувствовать вот этот вайб от их такого роста, от того, как они растут, корни у них растут, как они любят покушать, попить. Не бойтесь. Купите просто какой-то симпатичный катасетум и попробуйте. Поэкспериментируйте. Всех обнимаю. Всем мира и добра. Мирного неба над головой. Пока-пока. Обняла.